Здравствуйте! Тема этого выпуска – крем для выравнивания торта и декорирования. Сразу говорю, что это не тот крем, который использовался в видео выравнивания торта. Сегодня будем делать белковый масляный крем. У этого крема есть свои преимущества. Он получается совершенно белым. Крем получается не жирным, он такой легкий, воздушный, нежный. Готовится из доступных продуктов. Рецепт и вся нужная информация будет написана также в описании под видео. Для этого крема нам понадобится масло, сахар, белки, ванильный сахар и щепотка лимонной кислоты. Нам нужно соединить в миске белки, сахар и ванильный сахар, которые будем ставить на паровую баню. Если вы будете пользоваться ванилином вместо ванильного сахара, тогда берем белки и сахар 1 к 1. Ставим белки на миску на паровую баню на умеренный огонь, чтобы посуда не нагревалась слишком сильно, чтобы белки не свернулись. Можно слегка помешивать, но нам нужно нагреть белки с сахаром так, чтобы сахар растворился и чтобы белки были на ощупь горячими. Можно температуру измерять градусником. Белки нужно нагреть до 70 градусов. Но если нету, можно готовность белков определить пальцами. То есть если горячие, значит убираем с паровой бани. Чтобы миксер сильно не нагружать, ставим белки, чтобы они немножко остудились прямо на столе. На минутку-две, больше не нужно. За это время, пока белки стоят, мы подготовим масло. Его нужно немножко размять, так чтобы оно было эластичным. Масло должно быть обязательно жирностью 82%. Кроме этого, масло должно быть комнатной температуры. Для взбивания белков, для приготовления крема лучше взять высокую посуду. У меня специальная чаша для миксера. Если у вас такой нет, то можно взять высокую кастрюлю. Высокая и узкая посуда сыграет свою роль. Рабочая площадь миксера будет намного меньше, поэтому белки будут лучше взбиваться. И процесс приготовления крема будет намного быстрее. Выливаем туда белки и начинаем взбивать на максимальных оборотах. Кислоту можно добавить либо в самом начале взбивания, либо уже когда белки посветлеют. Я просто прошляпила в самом начале, поэтому сейчас добавляю. Но, конечно же, не в самом конце. Лимонная кислота здесь играет роль как стабилизатор для белков и как вкусовая добавка. Когда белки начинают светлеть, они становятся легкими, воздушными, теперь нам нужно охватывать всю площадь, где находятся белки, поэтому имитируем планетарный миксер, двигаем рукой по всей чаше, так, чтобы все белки попадали под лопасти и хорошо взбивались. Нам нужно взбивать белки до тех пор, пока они не станут очень-очень пышной массой и они должны охладиться. Если не полностью до комнатной температуры, то должны быть еле-еле теплыми. Но показатель готовности у нас будет и температура, и состояние белков. Вот обратите внимание, когда белки уже начинают вот так вот сворачиваться, закручиваться в завитушки, посмотрите, чаша практически вся набита белками. Это и говорит о том, что белки готовы, значит, пора добавлять уже масло. Уменьшаем обороты до средних и начинаем понемногу добавлять масло. Примерно где-то 1 столовую ложку. После добавления масла пробиваем миксером дальше и добавляем следующую. Разрыв между порциями масла приблизительно где-то 10-15 секунд. В процессе добавления масла в какой-то момент крем начнет расслаиваться. Это ничего страшного, так и должно быть. Буквально через полминутки либо 15-20 секунд крем обратно будет схватываться и будет восстанавливаться в одно целое. После того, как мы добавили все масло, останавливаем миксер, быстренько соскребаем все с посуды, весь белок, который у нас на стенках. Вымешиваем все как бы в центр, включаем миксер на полную мощность и взбиваем еще несколько минут, 3-4 минуты до готовности. Многие думают, что этот крем можно приготовить только с помощью планетарного миксера. Все, после этого крем готов. Он прямо-таки готов к использованию. Крем получается такой как бы и плотный, но в то же время и такой он легкий, воздушный. Чем-то напоминает белковый заварной крем, но, конечно, структура у него другая. Масла в этом креме практически не чувствуется.
Но, конечно, после взбивания в нем много воздуха, как бы перед выравниванием лучше немножко вымешать лопаткой слегка, так чтобы пузырьки повыходили, лишний воздух вышел и крем стал более гладким. Обратите внимание, что этот крем не был охлажден, он только что приготовлен, и какая у него интересная структура. После приготовления можно сразу им работать. Вот сейчас будем выравнивать торт. Я уже покрыла черновым слоем, потому что торт шоколадный. И сейчас буду выравнивать основательно. Я не стала все ускорять, прямо-таки, чтобы было видно, какой этот крем в работе, как он ложится на торт. Напоминаю, что это все крем комнатной температуры, не охлажденный. Не могу сказать, что этот крем прям так легко выравнивается, но в принципе я бы его причислила к кремам, с которыми легко работать. К примеру, ганаш выравнивать сложнее, но это уже как кто к чему привык, и, конечно, к этому крему тоже нужно привыкнуть. Ложится, в принципе, неплохо. Я его накладывала шпателем, не из мешка, потому что крема не так уж и много. Одна порция этого крема как раз получается, что можно выровнять один торт диаметром 20 сантиметров и высотой 12 сантиметров. Потом проходила с широким шпателем металлическим. Обычный процесс выравнивания торта. Если кто-то хочет очень подробно посмотреть о выравнивании торта, ссылка будет в описании, но там, конечно, используется другой крем. Мелкие дефекты затираю гибким маленьким шпателем пластмассовым и потом перехожу к верхушке. Корону мы снимаем шпателем, обратно прохожусь бок торта. После этого снова снимается корона, и так несколько раз, пока торт не станет ровным настолько, сколько нам нужно. Именно вот этот крем у меня долго почему-то не получался, пока я не подобрала себе конкретное количество ингредиентов, и вот остановилась на этом рецепте. В принципе, вот так удалось мне выровнять торт этим кремом. После выравнивания убираем, конечно, в холодильник. Крем после охлаждения становится очень твердым, но торт нарезать можно. Он не трескается и не такой твердый, как ганаш. С тортом какое-то время можно спокойно работать, на нем не останется никакого ни следа, ни царапин, ничего-либо. После холодильника миску с кремом нужно выставить и оставить до того момента, пока крем сам не нагреется до комнатной температуры. Никакого расслоения я не наблюдала после холодильника или после разморозки. Если вдруг вы видите, что структура не такая, как была изначально, можно обратно взять, повзбивать миксером до того состояния, которое было раньше. Насчет окрашивания. Окрашивается этот крем также любыми красителями. Вот я сейчас использую гелевый краситель. Специально беру голубой, чтобы было видно, что крем окрашивается действительно в голубой цвет, а не зеленоватый. При добавлении красителя, посмотрите, крем не расслаивается. Все как было, так и есть. Структура крема не меняется, держится хорошо. Этот крем можно использовать с любыми насадками, а также с насадкой травка. Вот я специально показываю, потому что будут спрашивать, наверное, что этот крем с насадкой травка тоже можно работать. Также из этого крема можно делать цветы. Я небольшой мастер по цветам, но тот, кто работает с цветами, увидит, как крем на отрыве и как он формирует цветок. В принципе, из этого крема спокойно можно делать любые цветы. Но для цветов, конечно, нужно брать количество, которое помещается в руку, потому что он все-таки будет подтаивать. И брать маленькими порциями, чтобы быстро выработать, и брать свежую порцию. В принципе, вроде все рассказала об этом креме. Крем действительно стоящий, с ним, в принципе, несложно работать. И большой плюс, что крем получается совершенно белым. Охлажденный крем при охлаждении становится твердым. В помещении до 25 градусов обмякнет, конечно, но форму не теряет. Его можно замораживать, можно оставлять в холодильнике. Но лучше всего пользоваться, когда он только что приготовленный. Если что-то пропустила, пишите, пожалуйста, в комментариях. Вся нужная информация будет написана также в описании под видео.
На этом пока все. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока.